Итак, я всех приветствую на канале Меловой. Сегодня новинка в глинах. Это Астана 3. Посмотрим, что это такое. Я ее уже, честно, попробовал. Это абсолютно что-то другое, если сравнивать с Астаной с другими именно сортами. Так что давайте пробовать. Что здесь касаемо маркости? Маркость, средняя, как у обычной Астаны. Кстати, я заметил, у меня вот Астана белая в своих запасах, наверное, уже полгода лежит. И иногда ее вот нюхаешь, и там такой отчетливо меловой запах, привкус вот этой вот пыли прям вообще четкий. То есть не глиняно-меловой, а именно меловой. Давайте, в общем, начнем с этой Астаны все-таки. Выглядит она вау. В ней имеются вкрапления, такие, как, наверное, назвать, ближе что-то к песочным вкраплениям, что-то такое. Давайте, в общем, будем пробовать. Что касаемо именно вкуса, то он очень сильно похож на стандартный вкус Астаны. Это сливочность, это глиняно-меловой именно привкус, по крайней мере, здесь чувствую. Чем отличается эта глина? В ней минимальное, просто минимальное залипание от стандартной Астаны, если сравнивать. Структура такая, что если мы возьмем вот этот кусок, допустим, он весит, пусть будет весить килограмм, да, то кусок стандартной Астаны такой же будет весить где-то 1,5, по причине того, что этот такой воздушный достаточно. Даже при откусывании он откусывается гораздо легче стандартного. Это первый момент. Такая пористая, прям воздушная структура. Какой-то, видимо, мега просушенный момент откусил. Прям меловой вкус почувствовал. Если говорю в нос, извиняюсь. Я тут болел целых 1,5 недели. Это был, конечно, капец. Но сейчас вроде бы стало полегче. Вкус у нее довольно интересный. Как и в принципе у всей Астаны. Это стандартный такой прям меловой, сливочный привкус. Но по структуре это прям вообще что-то новое. И у Астаны ни у одной такой нету. Первый момент. Второй момент. Когда-то приходила Идеал и белая плюс-минус вся, наверное, Астана, кроме розовой, приходила песочная. В один момент, это было очень редко, то есть из 10 поставок, наверное, может быть, одна такая приходила. И сейчас вот поставщик сделал вот такую Астану 3, возможно, опять же, из-за того, что структура совершенно другая, получился какой-то такой момент. Также сейчас я отвечу на несколько ваших вопросов, таких основных. И получается, если у вас есть на данный момент какие-то вопросы, задавайте их в личные сообщения, обязательно подскажу вам. Будто мел ешь. Песочность не чувствуется, практически я ее вообще не ощущаю. Воздушность чувствуется, и вот это вот несвойственное мелу залипание, даже самое небольшое для Астаны, для мела это, колоссальное, наверное, залипание. Возьму небольшой кусочек уральской. Стало гораздо легче. Итак, первый ваш вопрос. Есть ли я на Wildberries, Озоне и подобных пунктах? Я есть на том же самом Wildberries. Но прям плотно я им занимался, наверное, полгода назад. Сейчас для меня это неинтересно, я вам объясню почему. Причем для меня огромнейшее просто удивление вызывает этот вопрос, когда мне его пишут в группу. Ладно, вы здесь бы, если это писали, я бы вас еще понял. Но когда вы видите цену в группе, допустим, там 160 рублей за килограмм, да, в зависимости от того, что вам вообще нужно, и на Wildberries продается в районе 350-400 рублей за маленький пакетик, там 100-граммовый. Вот он, ответ просто на ваш вопрос, почему я не занимаюсь плотно на Wildberries. То есть там килограмм в районе 1000 у вас будет выходить. То есть так получается в районе 1,5, даже больше. А именно граммовка килограммовая будет выходить в районе 1000. Задумайтесь, нужно ли оно вам.
и нужно ли это мне. Потому что килограммовые граммовки я такие вообще, если буду отправлять, представьте 500 килограмм просто на Wildberries отправить, сколько у меня денег на логистику на все уйдет. Это первый нюанс. Второй нюанс. Почему опять же там так дорого? Опять же из-за логистики, то что она снимает почти пол стоимости от товара. То есть, допустим, я там продавал за 160 рублей 100 грамм. 100-150 грамм, по-моему. И опять же, очень многие возмущались, почему это так до хрена стоит. Ну, во-первых, половину забирает сам Wildberries, плюс, чтобы туда зайти, нужна ИПшка, она тоже в год немаленько забирает. И итог получается, что ты там выходишь, плюс, ну, небольшой. Опять же, если у тебя 300 рублей за пакетик идет, то, соответственно, плюс больше. Но задумайтесь, если вы можете напрямую зайти и заказать у продавца, то зачем заходить через Wildberries, где идет громадная просто накрутка. Опять же, какой-то такой момент. Поэтому мне Wildberries, наверное, и не интересен. Следующий момент. Опять какая-то женщина выложила что-то там про меня в группе. Честно, вот неохота было отвечать, ну, вы попросили, окей, без проблем, я отвечу касаемо этого момента. То есть, допустим, если у продавца, скажем так, небольшое количество клиентов, да, допустим, это пусть будет там 10 в месяц, да, то максимум там в районе, ну, если делать работу свою хорошо, но, опять же, такой момент, что всякие клиенты попадаются, то один клиент где-то из этих 10 человек, да, то есть 10%, может что-то написать плохое, что-то ему все не устраивает и так далее, да, соответственно, если у вас там 100 человек в месяц проходит, то и 10 человек это может быть. Но это я к чему веду? Очередной раз у меня женщина какая-то из-за границы там заказ оформила. Очередной раз девушка, женщина оформила заказ, по-моему, из Казахстана. И в чем суть? Получается, сначала у меня человек пару дней просто спрашивал, почему вот это столько стоит, почему это столько стоит. На что вот я человеку просто отвечал то, что говорю, вы можете заказать в любом другом месте. У меня именно такие цены. В итоге там, по-моему, через пару дней человек определился с заказом, мне написал, и началось еще более интересное все. Там заказ вместе с доставкой в районе 3500 выходил. В итоге мне человек пишет, сделайте скидку. Я такой, окей, сделал небольшую скидку. Опять пишет, давайте еще скидку. Я еще небольшую скидку сделал. Потом мне вообще человек пишет, давайте так, чтобы за все 2600 вышло. А выходило 3500, это вместе с доставкой. Говорит, давайте так, чтобы 2600 вышло. Я уже просто от этого максимально устал, если быть честным. И ответил ей, говорю, окей, без проблем, я сделаю для вас 2600, но это будет без доставки, доставка будет при получении. И что человек говорит, все хорошо, то есть я оплачиваю 2600. Я говорю, да. Человек в итоге оплатил, я собрал заказ, там была меловая крошка, ассорти глин. Все, человеку заказ был отправлен. В чем суть? Я заказ, когда отправляю через Боксбери, когда пишу всегда сколько к оплате при получении. Человеку пишу, когда отправил. У вас к оплате за доставку при получении столько-то, столько-то. Человек начинает возмущаться, говорит, что 2600 у него было с доставкой. То, что я вначале писал, и присылает мне просто сообщение, чтобы вы понимали, допустим, за 10 декабря, да, когда я пишу, у вас к оплате 3500 с доставкой, и это с доставкой. И сообщение просто присылает за 10 число сообщение, где я пишу, что это с доставкой, и за 15 там число, где я пишу, что 2600, но это уже без доставки. То есть человек это почему-то сложил, и вот такой вот момент для него получился. Следующий нюанс, что она там выложила в группе, точнее в каждой группе, так скажем, да. Это такой момент, что просто фотография коробки, то, что я там у нее неправильно что-то с доставкой посчитал, то, что я ей со скидкой обещал, получилось без скидки, пришло вообще непонятно что. Знаете, я бы это просто так вам не рассказывал, но мне неохота влазить в эту группу, что-то объяснять. Я знаю, что здесь есть подписчики, которые эту ситуацию знают, вы попросили об этом рассказать, я об этом рассказываю. И человек, получается, как и попросил, я отправил меловую крошку. Она просто сфоткала сверху заказ и говорит, что это вообще такое. Ладно, я могу понять то, что там коробка пришла не в очень хорошем состоянии, потому что как минимум, ну, она была в дороге, да, конечно, она в том же состоянии, в котором отправлялась, не придет, то есть внутри все целое. Следующий момент, мне человек начинает по другому нюансу, просто непонятно, что писать. Пишет, вы мне плитки в заказ не положили. Я думаю, странно, скорее всего, я должен был положить из остатков, потому что сейчас производство на зиму по плиткам прекращено. И, соответственно, всех предупреждаю заранее о том, что вы можете приобрести в брусках пиленый, но в плитках нету. Я думаю, может быть, тогда в остатках было, я и остатки положил.
Пишу, говорю, вы можете прислать... Я ей ответил первый раз, говорю, очень странно, что так получилось. Сейчас, говорю, проверю информацию по заказу, касаемо именно плиток. Все, дальше она пишет что-то про крошку. Я говорю, так вы крошку ассорти попросили. Почему в таком состоянии заказ пришел? Почему с доставкой так получилось? Я говорю, ну, в каком состоянии он придет, во многом зависит от доставки. То есть это Боксбери. Ну, отправлялось все в их коробке, соответственно, ну, вот пришло как пришло, да. То есть там все целое, чтобы вы понимали, пакеты, ничего не разорвано. Просто внешний вид коробки человека не устроил, что она потрепанная, так скажем, была. Следующий момент, дальше мне человек пишет, ну все-таки касаемо плиток, они не такие пришли, какие я заказывала. Я говорю, так вы же написали, что плиток вообще не было в заказе, вы мне можете фото прислать? В общем, я еще раза 3 просил прислать человека фото, мне так фото и не прислали, писали какие-то другие нюансы, то, что зачем я у вас заказала, да вообще мне все не понравилось. Я говорю, вы можете конкретно прислать фотографию и объяснить, что вас не устроило в этом? Пока что, я говорю, вообще совершенно вас не понимаю. Ну, в общем, человек мне в итоге ничего и не объяснил. Просто каждый выкладывает свою правду, так скажем, да, что вот по предыдущей девушке, которая просто засняла ролик, объяснила всем ситуацию, я прикрепил тупо переписку и стало всем понятно, кто говорит правду, а кто, соответственно, говорит уже неправду, да. Что и здесь, я тоже могу прикрепить переписку, но мне уже, честно, настолько это надоело. В общем, вот такая вот фотография, человека все там не устроило, почему оно так выглядит, а как так, я, честно говоря, сам не понимаю. Возможно, вы мне подскажете, напишите опять же в комментариях. Ну в чем суть? Просто вот в каждую группу она написала вот такой вот текст. И по обвинениям там были такие, что плитки были не такими, пришла одна пыль, просто пыль, говорит, пришла. Даже по фотографии видно, о какой пыли идет речь, я, честно скажу, не понимаю. Но это, опять же, первый момент. Второй момент, то есть, примерно вот если это 100% содержания текста, да, то примерно вот столько были аргументы, как, допустим, плит вообще не было в заказе, хотя человек мне сам в переписке лично написал, то, что плитки пришли не те, потому что, ну, меня немного задевает тот момент, что вот так вот на всеобщее обозрение она выкладывает подобную информацию, хотя по факту сам человек мне пишет о том, что плитки в заказе у человека были. Но ответить, опять же, на вопрос, что не так с плитками, человек почему-то не смог. Ну, в общем, ребят, в итоге 90% текста это были просто обвинения, оскорбления, то, что врун, лгун там и так далее и тому подобное. И чтобы у меня там никто не заказывал. В общем, какой-то такой момент, ну, решил поделиться. Я думаю, что, скорее всего, больше это не хочу делать, если быть честным, потому что тратить просто свою энергию впустую на то, чтобы отвечать касаемо этого человека, ну, тут в любом случае, знаете, на себе не проверишь, не узнаешь. Одним словом, вот так вот сделаем. В общем, я вам показал все, что я хотел. Следующий ролик давайте будет Глина Голд. Ну, и всех с наступающим Новым Годом. Также не забывайте, сейчас идет акция новогодняя в Меловом. Также еще успеваете на акцию «Угадай сорт». Там 2 акции сейчас проходят. Это первая, это скидка на ассортимент. Вторая, это розыгрыш 20, по-моему, килограммов пробников. Третья, это акция «Угадай вес», вот как раз таки. То есть вы угадываете вес и бесплатно получаете мелок, глину, ну, в зависимости от того, что находится на весах. В общем, всем большое спасибо за просмотр. Чтобы оформить заказ, пишите в личные сообщения. Всех буду ждать за заказами.